Друзья, всем привет, на связи. Вы на канале, где мы, как правило, общаемся на моноколесную тему, электротранспорт и все, что с этим связано. Сегодня, как вы уже поняли из названия, речь пойдет про моноколесо для фронта. И на самом деле этой идеи записать этот ролик уже около года, наверное. Около года назад я добавил себе в блокнот заметочку по поводу мысли по этому поводу. А все на самом деле началось со сбора для военного медика на моноколесо. Давайте разберем, посмотрим. Прямо сейчас не поленитесь, прожмите палец вверх. Если ролик вдруг вам не понравится, заберете, отзовете обратно свой палец. Погнали. Значит, все началось примерно где-то в апреле, в мае, может быть, раньше прошлого года, 23 года, сейчас февраль 24 года. І началось вот з такого банера. Збір на моноколесо. Ця річ допоможе медику діставатись до поранених бійців швидше і надавати першу медичну допомогу. Ціль 120 тисяч гривень. Понятное дело, что в рядах моноколесных сообществ Украины эта информация, эти сборы, они были намного раньше, чем это начало разносить, озвучивать СМИ. Суть в том, что медик собирал 120 тысяч на моноколесо. Сейчас я перейду к комментариям под этим постом в Фейсбуке. Тут один пост набрал 212 комментариев. Не буду все их лопатить, потому что плюс-минус направленность людей, недалеких людей, вы, я думаю, и так поймете. Есть второй аналогичный пост от другого человека с аналогичным, тут чуть меньше комментариев. И больше всего в этой затее меня разносит не сам факт сбора на моноколесо, а реакция людей. Знаете, вот на моей памяти было несколько эпизодов, когда человек считает себя диванным экспертом. Несколько лет назад, когда мир заполонил ковид, каждый второй, не имея никакого медицинского образования, не имея вообще даже литературы по медицине, он считал, что он знает все. Он знает про маски, он знает про короче, каждый диванный эксперт считал себя знатоком медицины. То же самое касается и моноколеса, на которое собирал человек. Ну давайте пройдемся по нескольким комментариям, потом я покажу несколько видео на этот счет, которые перекрывают, по сути дела, эти комментарии. Ну и вы скажите свои мысли, фидбэк какой-то дайте в комментах, может быть, даже не дожидаясь окончания ролика. Бачив вчора групу людей на моноколесах, поспішали кудись крізь НАТО. Мабуть, медики. Одна проблема, до фронту 200 км. Боюсь, не встигнуть. То есть, знаете, ну, видел и видел. Я часто вижу велосипедистов, я часто вижу в городе самокатчиков. И что? Ему отвечає некий Сергій: я бачив стільки позашляховиків у місті, і вони дуже далеко від фронту. Може, теж не треба такі машини на фронт? Ну, логику, да, вы поняли? Некий Александр просто переоделся в Петросяна и сказал, що на доску для серфінгу треба скинутись. Дніпро перетнати. Ладно, комментарий. Но 41 человек, которые лайкнули этот его пост, что у них в головах? По бездоріжжю на такій техніці далеко не доїдеш. Збирали б вже краще на коняку. О, а вот тут поподробнее. Даже вот об этом человеке, об этом комментаторе сказать, я почему-то более чем уверен, что этот комментатор не то что вставал на моноколесо, он его даже не видел ближе, чем с 2 метров. А все почему? Я нашел в YouTube новый ретвойск Евген Максименко. И, кстати, вот этот же самый Евгений, если проскроллить чуть выше, это не какая-то закрытая информация, открытые данные, фотографии, имена, фамилии. Этот же самый Сергей, он скидывал тут в комментах, вот, Евгений, не Сергей, Евгений Максименко, он скидывал в комментах этот же самый ролик, пример того, в ответ людям, которые говорят, что это не для бездорожья. Вот этот ролик для вашего удобства, он же
тут. Что на этом ролике? На этом ролике все максимально просто. Если говорить про телепортацию, да, из пункта А в пункт Б для военного, окей, медик, военный медик и военный, это немного, ну, разница другая. Но сам факт, что даже, а это, кстати, ролик выложен 14 апреля 2021 года, еще задолго до полномасштабного вторжения. И уже в 2021 году, в начале 2021 года, уже, как видите, моноколесо активно использовалось для каких-то задач. Сказать, что тут асфальтированная дорога, нет. Ну да, поле, да, утрамбовано, да, есть неровности. Но я более чем уверен, что на моноколесе, даже на скорости, на которой они сейчас двигаются, пусть это 20 км в час, это куда быстрее, чем идти с таким весом на себе пешком со скоростью 2-3 км в час. И вы знаете, у людей просто, вот у комментаторов, я так понял, почитал эти комментарии, у людей просто замыленные мысли, замыленное зрение. То есть, знаете, вот как лошадям гончим ставят вот такие вот, не знаю, как они правильно называются, забрала, чтобы лошади не поворачивали голову, не смотрели ни влево, ни вправо, а просто вот двигались по протоптанному маршруту. Также у людей. У них не состыковывается мысль о том, что это боевой медик, и мысль о моноколесе. То есть у них два основных вопроса и две основных несостыковки. Первое – это а как на моноколесе можно передвигаться по бездорожью? И второе, а как этот самый медик будет на себе вывозить этого бойца пораненного? То есть о том, что, возможно, его и не нужно эвакуировать, а просто нужно надати допомогу, у них в голове не складывается. Вот вам пример не бойового медика, но теж. Ми не вправі судити тих, хто на війні, і якщо йому потрібно моноколесо, то воно потрібне. Це вам не барабани. Ну, про барабаны это отдельная история. Кто захочет, загуглите. Что мы видим на видео? Боец доезжает до окопа, паркует моноколесо, не знаю, не вижу там модель какая, припарковал, положил, нигде ничего, никакой сеткой маскировочной не надо накрывать. Рюкзачок, который был за спиной, распаковал, достал дрончик, подключился, надел очки, взлетел, осмотрелся, передал нужную информацию, посидел 5-10 минут, запаковался обратно и уехал, пока его не обнаружили. Все четко, почему нет? И вы знаете, даже если говорить про второй вот этот вот тезис о том, что да, бездорожье, там все дела, как медик будет эвакуировать? Бинго! Смотрите, что я тоже нашел. Повозка, тележка, которая управляется на расстоянии, видимо, с пульта, не знаю, там с приложения откуда. Положили бойца і погнали. Я вже ржав з того, що на мотоцикл для медеваку збирають, потім мені показали, як це на практиці працює, більше не ржу і нічому не дивуюсь. Кстати, среди комментаторов был один, который говорил, а как эвакуировать. И вот ему, пожалуйста, бинго. Выложили пример ролика, да, это юморной ролик, но сам факт, человек везет на горбу другого. Почему нет? Сань, не знаю за конкретно цей випадок, але бачив розвідосів, які на таких девайсах гасають по долинам. З горем аж гай шумить. О Боже, о Боже, о Боже, вони такі специфічні, дуже швидкі і для рівної поверхні. Хотел бы я посмотреть на глаза, на лицо этой некой Юлии, которая писала про специфичный для рівної поверхни. После того, как ей скинули несколько роликов, ну, хотя бы вот такого формата. Хотя бы такого формата, где райдер, понятно, что это райдер подготовленный, но сам факт. Прыгать, пожалуйста. Ездить, пожалуйста. Асфальт нету. По пересеченной местности никто не запрещает ездить. Да, среди моноколес есть те, которые способны ездить по пересеченной местности, и те, которым это будет делать сложнее. Ну, например, на V5 или V8
Ну, честно, сложно представить, как на большой скорости большой райдер с большим весом сможет передвигаться. Даже на КС-18 XL, там, не говоря уже про V11 и пошло-поехало выше, почему нет? Це хлопці зі Львова, якщо я не помиляюсь, Львів, Україна, С-22 Кінгсонки, подивіться, що вони витворяють. Ну, мабуть, тут олімпійські чемпіони, навіть спортсмени, будуть дивуватися, як це можна на моноколесі це робити. А ні, вони це роблять кожен день. І хай людина, котра скаже, що моноколесо не може стрибати, хай людина, яка гадає, що моноколесо тільки для асфальту, хай вона відповість, щось прокоментує це відео. Моноколесо без подвески, InMotion, встал и погнал. И многие из диванных экспертов, многие вот из этих вот комментаторов, они даже не думают о плюсах. Мы-то с вами, будучи на этом канале, уже знаем о плюсах. Да, есть и минусы. Бойцу, медик, неважно, ему нужно куда-то добраться. Ему нужно добраться не по открытой местности, по полям, но это безумие какое-то, а ему нужно добраться среди кустов, ему нужно проехать среди деревьев. Проедет ли там внедорожник, проедет ли там 4х4, пусть даже с полным приводом, очень сомневаюсь по габаритам. Проедет ли там квадроцикл, есть вопросы. Мотоцикл, моноколесо, ну самокат мы вычеркиваем, велосипед. Людям нужно подвести дрон, людям нужно подвести зарядившиеся акумулятори. Може хтось когось тролить, ну не може ж такого бути. Піарщики вирішили таким чином сторінку прокачати. Теж вариант. То есть этот Андрей говорит о том, что нет, такого не может быть. Это просто чисто поржать. Эта публикация сделана в профиле Instagram там, или Facebook чисто поржать. Для того, чтобы увеличить активность, увеличить наплыв людей, комментариев, репостов, лайков. У человека просто не стыкуется в голове факт того, что это реальный сбор, который реально был закрыт и реально был собран. Я сама їжджу на моноколесі і не здивувалась такому запиту. Цей девайс можна використовувати дуже ефективно. З великом і мото поруч не стоїть. А коменти всі вище написані, писали люди, що поняття не мають, що таке моноколесо. Да, кстати, вот тоже интересный факт. Где-то в комментариях человек писал о том, что донатили, что он думает, что донатят те, кто не понимает, что это. А вот я как раз думаю, что с точностью да наоборот. Как раз таки донатили исключительно те, кто хотя бы отдаленно знает, что такое моноколесо, как можно его использовать, зачем оно и все его плюсы. А вот те, кто далеки от моноколеса, скорее всего, они не донатили. Вони вчора закрили збір, і це не смішно. Я на евакуаційне авто збираю вже другий тиждень. Каких-то пару лет назад, ну давайте я округлим, да, там 3 года назад, подумать о том, что дрон можно использовать не только для съемки свадеб, я думаю, мог только один из 1000. І якщо на початку вторгнення реально дрони використовували для того, щоб дивитись, хто, скільки, звідки пре, то потім навчилися робити так, що дрони, і це не тільки Mavic, і це FPV-дрони, котрі коштують в рази менше, ніж Mavic, ці дрони допомагають оркам робитися хорошими русскими. Кто-то продолжает просто гнать свою линию, не знаю. Иногда, вот знаете, есть фраза «если нечего сказать, лучше промолчать». Вот это, наверное, тот случай. Некая Дарья викладає збір на джампер, ну, фотошоп. Збір на джампер, ця палка допоможе військовому медику діставатись по замінованій території до наших поранених бійців. Ну, ви поняли, да? Уровень IQ. Кто-то говорит, что это фотошоп з РФ, тому що колесо там и так далее. И даже те видео, которые скидывают людям, да, то есть человек говорит, что не верю,
Не верю, что колесо может передвигаться по неровностям, по пересеченной местности, по буграм, по ямам. И даже после того, как им все равно скидывают видео наподобие вот этого вот, они все равно в какой-то непонятке, как-то моноколесо может ездить не по асфальту. То есть человеку, который далек от электротранспорта, в принципе, и моноколеса в частности, доказать, что реально моноколесо способно передвигаться почти везде, даже там, где это сложно сделать велосипеду, я говорю про наклоны, углы, нет, этого не может быть. Некоторые знающие люди, которые тут писали в комментах, говорили о том, что передвигаясь на моноколесе, скорость которого превышает, ну, как минимум раз в 10 пешую, да, то есть если боец идет пешком 2-3 км в час, а моноколесо едет там 20-30, то получить в голову растяжкой и пострадать при этом куда меньше вероятность, чем при пешей прогулке. То же самое касательно мин. Тоже люди, не буду искать тут в комментариях, писали о том, что пешая прогулка занимает по площади больше места, чем если ты двигаешься на моноколесе. Все автомобилисты знают, что есть такое понятие пятно контакта. То есть это те сантиметры, те несколько сантиметров при накачанной шине, которые соприкасаются с асфальтом. И это, будьте уверены, не метр на метр. Поэтому, двигаясь в одной колее, вероятность того, что человек наедет или встанет на мину, оно в разы менше, чем если бы он шел просто пішком. Вміло перестрибує ями на моноколесі по лісу, BMX відпочиває. Хочу на це подивитись. Ну, я ему скинул там пару ссылочек, которые мы с вами уже посмотрели. Кто, как, стрибає, і як це можна робити на моноколесі взагалі без питань. Мне кажется, что у нас слишком много диванных экспертов. У нас слишком много людей, которые, не будучи погружены в какую-то тему, дают какие-то рекомендации, комментарии и высказывают свои мысли. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, не совсем, потому что другим людям, для того, чтобы, опять же, даже собрать этот сбор, им нужно кому-то что-то дополнительно доказывать. Буду рад услышать ваши мысли по поводу этого сбора, по поводу использования моноколеса в принципе для военного. Если округлить, даже не для медика, а для военного. И актуальность этого, в принципе, на сегодняшний день. Фидбэк в комментариях. Палец прожали, если ролик вам понравился для развития канала, в принципе, тоже не помешает. Ну и подписка, если вы до сих пор не с нами. До новых встреч. Всем пока.